холодных лесах Северной Америки, где морозы бывают беспощадными, а дикая природа не прощает ошибок, произошла история, которая позже облетела весь мир и заставила людей по-новому взглянуть на животных. И началось все с обычного рабочего дня лесника по имени Джон, который много лет патрулировал заповедную территорию и считал, что видел уже все. Но в тот день он услышал странные звуки, доносящиеся из глубины тайги. Это был не просто рев, это был отчаянный крик боли, и Джон, не раздумывая, направился туда, пробираясь сквозь снег и густые ветви, пока не наткнулся на страшную картину. В старом металлическом капкане была зажата огромная медведица, ее лапа была сильно повреждена, кровь уже запеклась, а вокруг были видны следы браконьеров, которые, похоже, оставили ее умирать. И в тот момент Джон понял, что перед ним стоит выбор. Пройти мимо, как предписывает безопасность, или рискнуть жизнью ради дикого зверя, который в любую секунду мог его убить. Он остановился, пытаясь оценить ситуацию, но, когда медведица подняла на него взгляд, он замер. В ее глазах не было той ярости, которой обычно пугают людей, там была боль, усталость и странное спокойствие, словно она понимала, что у нее остался последний шанс, и тогда Джон сделал шаг вперед, медленно, осторожно, каждое движение могло стать последним. Он говорил тихо, стараясь не напугать зверя, его голос был единственным звуком в этом замерзшем мире. Он приблизился к капкану, руки дрожали от напряжения и холода, но он начал действовать осторожно, но быстро, понимая, что времени мало. Медведица тяжело дышала, иногда тихо рычала, но не пыталась напасть, словно доверяла человеку, которого видела впервые в жизни, и спустя несколько мучительных минут ему удалось разжать механизм, металл со скрипом поддался, и лапа медведицы была освобождена. Джон резко отступил назад, готовый к худшему, но вместо атаки медведица лишь медленно поднялась, пошатнулась, посмотрела на него долгим, пронизывающим взглядом, который он не забудет никогда, а затем развернулась и исчезла в лесу. Растворившись среди деревьев, и Джон еще долго стоял на месте, не веря, что остался жив и что только что произошло нечто, что невозможно объяснить логикой. Время шло, зима сменилась весной, затем летом, и эта история постепенно стала просто воспоминанием, которое он иногда рассказывал коллегам, но многие не верили, считая, что он преувеличивает, и вот, спустя почти год, когда Джон уже почти забыл тот случай, однажды вечером, возвращаясь к своему дому, он заметил странные следы на снегу. Большие, тяжелые, и сердце его сжалось. Он сразу понял, что это медведь, и, возможно, тот самый. Он медленно подошел к дому, стараясь не шуметь, и вдруг заметил движение у края леса, огромная тень вышла из темноты, и Джон замер. Перед ним стояла та самая медведица, но теперь она была не одна, рядом с ней находились два медвежонка, маленькие, неуклюжие, прижимающиеся к матери, и в этот момент страх сменился чем-то другим. Они стояли в полной тишине, глядя друг на друга, человек и дикое животное, которых связывал один момент из прошлого, и вдруг медведица сделала несколько шагов вперед. Медленно и спокойно, без агрессии, Джон не двигался, боясь спугнуть ее или спровоцировать, и тогда произошло то, что навсегда изменило его отношение к миру. Медведица мягко подтолкнула одного из медвежат вперед, словно показывая его, словно давая понять, что она выжила, что родила, что ее жизнь продолжилась благодаря тому самому моменту в лесу. Медвежонок сделал несколько неуверенных шагов и остановился, внимательно глядя на человека. И в этот момент Джон почувствовал, что стал частью чего-то большего, чем просто случайная встреча. Это было как молчаливое спасибо, которое невозможно выразить словами, несколько секунд, которые показались вечностью. Они стояли в этом странном, почти нереальном спокойствии, а затем медведица тихо развернулась, позвала своих детенышей и ушла обратно в лес, растворившись в темноте так же тихо, как и появилась, и Джон долго не мог сдвинуться с места. Он понимал, что стал свидетелем чего-то редкого и настоящего, того, о чем не пишут в инструкциях и не рассказывают на курсах. С тех пор он начал по-другому смотреть на свою работу, на лес и на животных. Он больше не видел в них просто объекты наблюдения или потенциальную опасность, он видел в них живых существ, способных чувствовать, помнить и, возможно, даже благодарить, и эта история разошлась среди людей, многие спорили, верить ли в нее, но для Джона это не имело значения, потому что он знал правду, знал, что в тот холодный день он сделал выбор не по правилам, а по совести. И этот выбор вернулся к нему спустя год самым неожиданным образом, напомнив, что даже в самом суровом и диком мире добро не исчезает бесследно, оно остается и однажды обязательно возвращается.